Все. Приветствую всех, с вами Хултым, и мы продолжаем проходить игру Duskwood. Да, теперь уже нормально, мне просто очень хочется записать, и скорее всего это будет часть коротенькая. Но я имею в виду в том, что запишу там, может, максимум 10 минут от полноценной серии, потому что скоро мне надо будет уже спать идти. Но у меня просто мотивация сейчас бьет ключом, хочется пройти. Предыдущую серию гляньте. Ну, конечно, гляньте с таким крайне сильной тяжестью, потому что большинство видеороликов самых интересных прошли, полностью мимо меня. Я даже не смог нормально прокомментировать ничего. Ну, короче говоря, мы устроили огромный побег от маньяка. Мы смогли добыть телефон Ханны, что радует, потому что там 100% будет переписки какие-нибудь, которые ответят вообще на ситуацию. 100% там будет ответ вообще, ну, по поводу именно связи именно с гибелью Ханны, связь Ханны с гибелью Дженнифер Хэнсон и ее подруги Айрис, если я ничего не путаю, или они. Я сейчас, конечно, могу опять начать путаться в именах, уж извините. Буду надеяться, это сильно не будет мне потом палки вставлять, так как мы так близко к финалу. Ну ладно, давайте не буду слишком сильно затягивать. Вперед. Предыдущую серию, если хотите все прям освежить, весь плейлист пересмотрите или просто предыдущую серию, чтобы хотя бы знать, что происходит сейчас. Так, ну и да, кстати говоря, у нас было небольшое душеизлияние от Джесси. Также приятно будет почитать его. Так, я разобралась с фотографиями, они пока загружаются. Но вот ссылка, они скоро станут доступны. Прости, что так долго, я наделала так много фото, пришлось отбирать лучшие. Спасибо, Джесси, это очень важно. Пожалуйста, Миллер. Мне пора собираться. Ты такая смелая, Джесси. Это верно. Совсем недавно у нее друг умер. Она чуть убежала от она сбежала от маньяка. Она успела сбежать от маньяка и теперь такая уверенная едет в домик в лесу. Ну реально, быстренько так у нее моральный дух поднялся, скорее всего, после нашего разговора. Спасибо, Миллер. Мне важно слышать это от тебя. Когда я была в том доме, ходила по комнатам и делала снимки, я думала только о тебе. И это придало мне смелости. Ну вот, я покраснел. Хе-хе. Довольная. Ничего страшного. Романтик. Романтик прям. Романтик изо всех щелей. Ладно тогда. Напишу тебе, когда мы доберемся до места. Удачи с фотографиями. Удачи с фотографиями. Простите, если будет тяжело расслышать мою речь, мне сейчас тяжеловато говорить. Привет, Миллер. Привет, Джейк. Кажется, остались только мы с тобой. Да. Да. Судя по всему, мы действительно почти достигли цели. И все же в последнее время меня мучает какое-то странное чувство, и я никак не могу от него избавиться. Это потому, что мы до сих пор ее не нашли. Наверное, ты прав. Я тоже это чувствую. Ну, скорее всего, потому что, я понимаю, о чем он имеет в виду. Мне кажется, он очень опасается, что в конце она все-таки будет мертвой. И мы можем вообще, даже поймав убийцу, мы увидим мертвых и Ханну. Увидим мертвых Ханну, Ричи. Мы достигнем цели, но ради кого мы сражались, кого мы хотели защитить,
он окажется все-таки мертвым. И за что мы боролись? За смерть Ричи на что? Старое доброе такое вот шатание, когда стоишь прям перед пропастью или хочешь вступить в какой-нибудь темный подвал. Мы не отступимся, пока ее не найдем. Я его подбодрил, попытаемся подбодрить. Да, думаю, ты прав. Он нас постоянно подбадривал и говорил, что нужно продолжать идти вперед, так и мы должны сделать. Подбодрим его. Да, думаю, ты прав. Майкл Хэнсон. Что думаешь, Миллер? Он тот, кого мы ищем? А вот тут это... А вот тут, знаете ли, а вот тут теперь меня немного путает. Я, конечно, в предыдущей серии прям кричал, это Майкл Хэнсон. Ну, потому что все указывает на него. Его дочурка убитая в аварии. А в аварии, которые, во-вторых, у Ханны, как мы узнали, есть какой-то грешок. Она приходила к родителям Дженнифер, если я ничего не путаю. А Айрис, кажется, это мать Дженнифер, как раз таки, которую сбили. И она чувствовала чувство вины, только чувство вины за что? Что же она такое сделала, что такая вина ее раздирает? Ой. Ну вы знаете такие именно варианты, когда тебе специально прям всеми ниточками ведут к одному человеку, а потом резко это может оказаться хрен знает кто. Я очень... Ну, тут непонятно. Майкл Хэнсон, он старик. Сколько прошло с тех пор, как Дженнифер погибла? Я серьезно забыл, когда это произошло. Сколько лет прошло с тех пор? Я уже подзабыл, может быть, говорили. Если пара лет всего, ну хотя бы 2-3 года, даже 4. Ладно, еще-то можно, но я не знаю, конечно, возраст Майкла Хэнсона, где-то 50, ну, более или менее, возможно, конечно, что он мог это делать. Ненависть, как говорится, и жажда мести многих может просто заставлять жить, несмотря на то, что даже когда они уже дряхлые, они могут быть довольно сильными. Ням. Если честно, я пока не уверен. Я скажу так, потому что пока что... Одно указывает на его причастность, другое на невиновность. Я рад, что, несмотря на все сложности, ты сохраняешь нейтральный и здравый взгляд на вещи. А вот, особенно учитывая недавние события. А скорее всего, вот это вот был именно, можно так сказать, тоже тест от Джейка. Он хотел узнать, насколько мы, можно сказать, приобретрены, и мы просто именно сейчас просто в розовых очках надеемся, что сейчас мы Майкла Хэнсона поймаем, и все. Что это, типа, Майкл Хэнсон? Это опять проверка от доброго дяди Джейка. Давай предположим, что Майкл Хэнсон действительно тот самый преступник, чтобы продолжить наше расследование. Рассмотрим каждую улику, которая имеет отношение к этому предположению. Так рано или поздно наша теория подтвердится или опровергнута. Или будет опровергнута. Я предложил бы то же самое. Но по правде мы уже часто пользовались этим вариантом. Джессика отправила нам свои фото. Давай вместе их изучим. О, сейчас будет что-то интересное. Подожди, я хочу кое-что попробовать. О, это ПК. А, я понял. Ясно, мы сейчас находимся на ПК Джейка. Это ПК Джейка. Сработало? А вот ответы. Это что, твой экран? Уху-ху. Да. Хех. Реально я себя вижу. Подумал, что так нам будет проще обсуждать фотографии. Давайте-ка я уберу вот сюда вот, чтобы я мог нормально жать.
Наконец-то справедливость восторжествовала. Да, наконец-то. Наконец-то увидели. Хорошо, я собираюсь открыть фотографии. Тогда мы сможем вместе их проанализировать. Ну что ж. Чат Secure Chat Solution. Ну что ж, начнем. А теперь... Начнем с этого. Дом находится на окраине Дасквуда, Рядом нет ни соседей, ни других зданий. Звук пошел. Так, я лучше врублю на полную, чтобы вы слышали все. Значит, никто не услышит ни криков, ни шума. Значит, никто не услышит ни криков, ни шума. Это место, оно выглядит знакомым. Ты там уже бывал? Нет, не в этом дело. Не помню, где я его уже видел. Так, подожди, сейчас тут еще есть что-то? А то боюсь пропустить. Окна. Этот дом выглядит таким заброшенным. Судя по всему, за ним уже давно никто не ухаживает. Добавишь дом в мою карту? На мою карту? Конечно. Займусь этим, как только мы проанализируем все фото. Займусь этим, как только мы проанализируем все фото. Так, как я понял, все. Ну да, больше ничего не горит. Томас и Джессика забрались в дом через этот амбар. И убежали из него также. Нет, это не конец. Я думаю, тут еще есть что-то. Давай посмотрим сейчас. Может, что-то найду? Ничего не горит. Прям все пусто. Я сейчас буду тыкать везде. Подождите, минуту. Потыкаю хотя бы чуть-чуть. Ну так, чисто. Ладно, все понятно. Фото нету ни хрена. Ничего нету. Ничего не горит. Ладно. Тихо, 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 тихо. Пустырь. Ну, давайте сюда. Жаль, что в бункере ничего не было. А что, если Ханна была там, но он и перевез ее в другое место? Ну, это предположение. Зачем ему так поступать? Потому что это укрытие становилось слишком очевидным. Но, честно говоря, он мог... Ну, как там... Если Ханны и Ричи нет в доме... Если Ханны и Ричи нет в доме похитителя, то где им еще быть? Скорее всего, еще какое-то место. Но у него 100% есть коды отступления. Он, блин, я думаю, он долго готовил все это. У него, думаю, есть несколько отходов, чтобы сбежать. Не зря же он все это вытворил. Он 100% нашел кучу мест, куда можно сбежать. Так, ладно, ничего не появилось, ничего не высветилось. Кажись, пустота. Я просто боюсь что-то пропустить. Это очень важно мне, скорее всего, и очень поможет в будущих главах. Есть что-то? Ты не стал говорить Джессике о том, что он сказал тебе, будто убил Ричи. Я не смог. Я понимаю. Некоторые люди легче переносят плохие новости, если узнают о них от кого-то, кому доверяют.
Тебе уже приходилось с этим лично сталкиваться? Некоторые люди легче переносят плохие новости, если узнают о них от того, кому доверяют. А вот тут, скорее всего, это за то, что я опять-таки... Блин. А вот тут я теперь очень жалею об этом. Я жалею об этом. Да. Последствия решений, друзья. Я ничего не могу предугадать. Вот тебе и развилочка. Мы решили Джесси не говорить сразу об этом. Но это может сильно на нее повлиять за то, что мы такую вещь от нее скрыли. А ведь она открылась нам полностью. Доверяла нам, а мы так сильно ее можем ранить. Тебе уже приходилось с этим лично сталкиваться? Да. Как бы то ни было, это только твое решение. Ну, тут я согласен. Подожди, ничего не высветилось? Нет, ни хрена. Ну, вообще, я сомневаюсь, но еще есть причина. Но это маньяк, понимаете? Во-вторых, он может просто нам также угрожать. Мы же знаем, что он не хочет убивать невиновных, опять-таки. Обрамлять свои руки кровью. Он постоянно нас предупреждал. Да, там кровь шла, ну хрен пойми. Я не знаю просто, ну... Все равно есть такой вот шанс, что это какая-то подъебка. Вдруг он реально лгал. Может, он солгал, блин, и Ричи жив. Но почему нет? Почему нет? Он мог об этом солгать. Он же не хотел никак сам... Ну, ой. Так. Судя по всему, эти бочки сделаны из стали. Они вообще... И вообще они выглядят довольно новыми. Я бы сказал, что они объемом как минимум на 200 литров. Надпись невозможно разобрать. Она могла бы подсказать нам, где их купили. Или кто их изготовил. Может, тебе удастся улучшить качество изображения? Может, тебе удастся улучшить качество изображения? Может быть, но на это уйдет очень много времени. Я займусь этим, если наше расследование зайдет в тупик. Знаки на бочках означают, что внутри содержится опасное вещество. Мне кажется, это яд. Или какое-то другое химическая хрень какая-нибудь. Может быть, медленный яд. Я такое слышал, такая есть вещь, которой маньяки любят пользоваться такими медленно действующими ядами, чтобы помучить жертву. Или, например, начать вводить ей медленно яд и говорить с ней. Это очень вероятно, что он мог просто именно, обречь Ханну на медленную смерть, но попутно ее расспрашивая насчет того, что она сделала, и пытаться, может быть, признание выведать. Это даже в фильмах есть. А, вот. Тихо. Теперь надо искать. Где тут светится? О. Ну и местечко. Должно быть, у него ушло немало времени, чтобы все это собрать. Все? Ну да, больше ничего не осталось. Да, ничего не горит. Ладно, ничего не горит. Почему все пусто? Ничего не горит. Нет никаких... Ничего не горит. Так. Перо ворона. Судя по всему, это карта Дасквуда. Да, молодец, что заметил.
Но на фото попала только ее часть. Ричи. Откуда ты знаешь, что это Ричи? Что это Ричи? По шапке узнал. Лили. Заметил, как она оборачивается? Словно он знает, что за ней следят. А, ну да, вот следующее фото. Я что-то не понял, а вот... Правда, следующее фото. Все, больше ничего не горит. Томас. Томас. Томас Миллер. Блин, а у меня тоже никнейм Миллер, ну ладно. Я только сейчас понял, что все это время не знал его фамилию. Как-то странно узнавать это от преступника. Как-то странно узнать это от преступника. Счет. Только вот про что это? Вся важная информация была замазана так, что ничего не разобрать. Вот черт. Джессика. Джессика. Она смотрит прям в объектив. Да, вероятно, что она заметила. Она смотрит прям в сторону, откуда идет съемка. Она будто заметила преследователя. Мне тоже сначала так показалось, но потом я заметил кое-что в правой и в левой части фотографии. Я уверен, что он прятался, когда делал этот снимок. Ну да, согласен. Он делал это из кустов, как будто из кустов делал. Так, больше ничего не появляется. Дэн, фото Дэна. Я знаю это фото. Оно из социальных сетей. Понятно. Значит, оно сделано не преступником. Ну да, тут даже видно, это считается, это отскопированное, ну, откопированное, как будто скопированное, ну, как сказать, отксеренное фото. Вот, отксеренная фотка, как будто он ее отксерил. Если сейчас опять... Возм. Что это значит? Подожди. Буква ревенж. Реванш. Там написано реванш. Вон, ревенж. Реванш. Или возмездие. Я тоже не понимаю. Может, нам удастся найти другое фото этого места. Листок календаря, только ни месяца, ни года не видно. Обидно. Клео. Это фото было приложено к письму с угрозами, которое преступник отправил маме Клео. Заметил что-нибудь Миллер? У него есть фото всех ребят из группы. Он за всеми следил, абсолютно со всеми. За всеми. Это прям полноценное расследование. Абсолютно всех пометил, добавил в свои списки. Это то же самое, что в Орвале. Только в этот раз он делал это не при помощи специальной программы, которая буквально может все считывать. То он делал это самостоятельно. Он следил за всеми. Похоже, он вел расследование.
Почти как мы, Джейк. Почти как мы, Джейк. Но что он пытался выяснить? Больше нету? Да, звуков кликов больше нет. Это отрывок из новостей, в котором раскрыли личность Эми Белл Льюис. Эми Белл Льюис. Значит, он следит за новостями. Похоже на то. Либо он хотел знать, что полиция рассказывает общественности. Либо наслаждается тем, что о нем говорят в СМИ. Я сомневаюсь. Но мне кажется, все-таки, чтобы понимать ситуацию, потому что, опять-таки, он мстит за смерть. Опять-таки, очень вероятно, что он мстит за месть Дженнифер. Он за нее мстит, это прям очень вероятно. Даже если это будет не маньяк, даже если маньяк это не Майкл Хэнсон. А если он, то тем более. Он не чувствует вины, у него нет какой-то, думаю, радости, безнаказанности. Он считает себя правым, ему незачем радоваться тому, что его не поймали. Ну или, возможно, то и то. Или то и другое. Ну, возможно, и те чувства. Больше ничего нет? Вот Белл Льюис фото. Снова перья. Ревенж. Реванш. Или возмездие. Вот что значило возм, которое мы видели раньше. Он хочет отомстить виновным. Если предположить, что это действительно был Майкл Хэнсон, наверное, так он пытается найти того, кто убил его дочь. Поэтому все попали под прицел. Да. Убийцу Дженнифер Хэнсон так и не нашли. Вот почему он затеял это все лишь 10 лет спустя. Сначала он хотел добраться до правды и узнать, кто виноват в смерти Дженнифер. Клео тоже подозревала что-то такое. Больше всего? И больше ничего? Да, это все. Миллер. Это мое имя. Я тоже был под прицелом. Я также под прицелом. Да. А вдруг он о мне знал заранее? Прости, мне жаль. Да ничего. Это было... В этом нет твоей вины. В этом нет твоей вины. Угу. Я кое-что понял. Ты присоединился к группе после исчезновения Ханны. Эти новости тоже показали лишь недавно. Значит, его расследование еще не завершено. Для него еще ничего не кончено.
А вот почему он так пытается нас отвадить. Мы слишком быстро идем по его следам, а он еще не закончил расследование. А поэтому Ханна, возможно, и жива до сих пор. Он до сих пор не уверен на все 100%, что она виновна. Ведь он боится убить невиновного. Он не хочет убивать никого невиновного. Морать свои руки кровью. Он же не зря же опять-таки выбрал, ну, понимаете, внешность этого человека без лица. Он мститель. Он убивает только тех, кто виновен. Никого больше. Это было последнее фото. Блин, нормасик так. Блин, зря я не сделал никаких этих фоток. Ну ладно, потом подумаем. Мы почти разгадали это дело, Джейк. Я это чувствую. Это так, Миллер. Но все же, давай не будем забегать вперед, чтобы не наделать ошибок. Ну, тут ты прав. Я тут соглашусь. Сейчас опять наделаем выводы с 3 короба и будем жалеть об этом 1000 лет. То, что Томасу удалось заполучить телефон Ханны, очень счастливая случайность. Полностью согласен. Я не сомневаюсь, я уже не подозреваю Томаса вообще, из-за этого не буду выдвигать подозрений. Мне нужно предпринять некоторые меры безопасности, чтобы мы могли получить доступ к телефону Ханны. Поспеши. Удачи. До связи, Миллер. Ну что ж, и тут мы и закончим. Нам все обновили, смотри. Этот странный дом на окраине Дасквуда хранит немало страшных тайн, судя по всему. Он принадлежит Майклу Хэнсону. Дом Майкла Хэнсона. Да, он совсем близко к городу. Не так прям далеко. Угу. И передвигаться даже пешком было не так уж. Так, уже все ухижены. Ну и мы уже узнаем, что будет происходить у хижины уже в следующей серии. Клео, я я уже у хижины. Ну а узнаем мы, что будет там с Клео. У хижины она в одиночестве. Опять что-то у меня что-то подсказывает. Ну, не знаю, может какая-то фигня произойдет. Хотя маловероятно. У нас недавно было нападение маньяка. Скорее всего, будет что-то другое. О, тут новые сообщения, которые мы не прочитали. Давайте под конец. Все, я готова. Кстати, я захватила с собой игральные карты. Мало ли, вдруг заскучаем. Ага, хорошо. Я только что созвонился с Джесси. Но в таком случае сначала заеду за тобой. За тобой. Я буду ждать у овощной лавки. Хорошо, до встречи. А узнаем, ну... все... Эх, все ближе и ближе к разгадке, прям так радуюсь. Наконец-таки скоро это все-таки наша эпопея закончится. Даже как-то и обидно одновременно, и чувствуешь скорое облегчение. Все-таки интересно, какая же концовка меня будет ждать. Мне прям не терпится узнать, какую концовку тут можно получить. Неужели тут реально... Вдруг тут есть реально супер плохая концовка, где мы потерпим поражение. Фиг его пойми. Ну ладно. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте новые игры для прохождения. Вы так поможете разнообразить контент на канале. И мне также поможете именно, потому что будет именно мне в одиночку искать какие-то прям интересные игры довольно сложновато. Бегать по сайтам, искать что-то годное среди кучи, так скажем, посредственных работ. Заглядывайте в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете, пополните нашу маленькую, но крепкую семью и поможете видеоролику в продвижении. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся, друзья.